Часто так бывает, что самые удивительные открытия совершают не ученые или исследователи, а простые люди – пастухи, крестьяне, любознательные дети и даже фермеры, полные искреннего интереса к окружающему миру. Такую историю мы можем рассказать о невероятной находке, произошедшей в 1991 году в сердце Вьетнама, всего в 500 километрах от шумного Ханоя. Однажды внутренний мир простого вьетнамского фермера, Каюна, который без усталости трудился на своих полях, был потрясен уникальным открытием. Он наткнулся на величественный вход в колоссальную пещеру. Сначала его охватила смесь страха и любопытства. Проем пещеры выглядел величественно, но в то же время ужасно. Перед ним разрастался темный мшистый вход, как будто скрывающий в себе давние секреты древних времен. Живущие в округе крестьяне, по слухам, были убеждены, что в пещере обитают мифические существа, и многие избегали приближаться к этому загадочному месту. Октябрьским вечером над головой сгустились оминус облака, и в воздухе ощущался гулкий треск, как будто сама земля дышит. Птицы не хватали семена, скрывающиеся в утреннем тумане, а деревья склонялись, словно предостерегая о надвигающейся угрозе. Из пещеры доносились жуткие звуки, странный рев и воевание ветра, которые пугали всех, кто осмеливался приблизиться. Местные жители избегали подходить к этому таинственному месту на протяжении многих лет, считая его проклятым и полным зла. Пробудившееся любопытство фермера и его осторожный подход к исследованию тайны стали отправной точкой для дальнейших событий. Однако лишь через 18 лет этот таинственный проем привлек внимание расширяющегося мира. В 2009 году команда британских спелеологов во главе с Говардом Лимбертом, заручившись современными технологиями и жгучим желанием узнать правду, вернулась к этой загадочной пещере, чтобы разгадать ее тайны. Исследователи надеялись на уникальное открытие и были готовы побороть страх перед неизведанным, преодолев опасности, связанные с их приключением. Звуки, которые многие считали зловещими и пугающими, оказались результатом гуляющих в пещере ветров, которые стремительно проносились сквозь узкие коридоры. Но это был не единственный источник звуков. Внутри пещеры течет таинственная река. 2 километра чистой воды, стремящейся вдоль каменных стен, добавляли звуковую палитре рев, который казался чуть ли не предвестием неведомого. Подобное открытие стало поистине ошеломляющим. Оказалось, что этой пещере, известной как Шондонг, не менее 5 миллионов лет. Ученые определили, что это не одна пещера, а целая система, 150 малых пещер, соединенных в одну большую, каждая из которых хранила в себе уникальные геологические и биологические особенности. Все вместе они составили тайную экосистему, которая могла рассказать миру о своей богатой истории. Однако не все оказалось так просто. Вход в Шондонг оказался очень узким, всего лишь 10 метров в высоту. Эта преграда служила вызовом для тех, кто хотел бы попасть внутрь. Более того, в сезон дождей с сентября по март добраться до нее стало практически невозможно. Шандартом периодически заполнялась водой, затапливая все исследовательские попытки и скрывая свои тайны от людского взора еще на один сезон. Но спелеологи, одержимые желаниями исследовать это затерянное место, не оставили попыток. Они использовали современные методы, чтобы найти безопасный путь вглубь пещеры, исследуя ее невероятные размеры и архитектуру. Внутри Шондонга открылся уникальный экосистемный мир. Изумрудные озера, сталактиты и сталагмиты, простирающиеся по каменным полам,
и глубокие пропасти, уходящие в неведомость. Ученые были поражены разнообразием жизни внутри. Здесь встречались обезьяны и змеи, редкие насекомые и другие обитатели, чудесным образом адаптировавшиеся к жизни в этом уникальном пространстве. Пещера стала домом для редких видов животных, таких как удивительные птицы-носороги и летучие лисицы, показывая, что жизнь может процветать даже в самых экстремальных условиях. Шондонг также стал домом и для уникальной флоры. Растения, произрастающие только в этом месте, приковывали внимание исследователей. Они были неизвестны науке до того момента, как завершилась экспедиция, и описались как живые ископаемые, за многими из которых были скрыты эволюционные тайны. Пышные деревья, достигавшие 3 метров в высоту, выглядели как мастодонты своего семейства, поднимающиеся над героями из красочных эпосов и древних легенд. Над ними парили облака, образовавшиеся благодаря перепадам температуры и высокой влажности, сине-зеленые ленты мерцали, в сотнях капель вырисовывались потоки, словно расписывая пещеру картиной природы. По мере углубления в тайны Шондонга исследователи находили все больше невероятных находок. Среди мероприятий, организованных в пещере, одной из главных достопримечательностей стал загадочный сад кактусов. Однако эти кактусы были гигантскими сталактитами высотой до 7 метров, которые так напоминали колючие растения, что исследователь Говард Лимберт охарактеризовал эту область как сад кактусов. Для многих это открытие стало настоящим шоком. Ученые обнаружили, что среди этих каменных образований скрываются 5 других видов сталактитов, отличающихся своим уникальным строением и глубокими трещинами. Более того, Шондонг привлек внимание благодаря уникальному пещерному жемчугу, образовавшемуся на протяжении тысячелетий. Капли воды, падающие с потолка, обволакивали минералы, создавая жемчужины, очень похожие на те, что производят моллюски. Однако единственным их отличием стал отсутствие характерного перламутрового блеска, который делают настоящие жемчужины из раковин. В своих работах исследователи описали процесс образования пещерного жемчуга как медленный танец воды и минералов за премногое время, что придавало этому создающему впечатление явлению еще большую красоту. С момента своего открытия пещера Шондонг стала привлекать внимание исследователей и туристов со всего мира. Туристические группы начали прибывать в Шондонг в течение последних 5 лет, чтобы увидеть это чудо природы. Однако стоит отметить, что посещение Шондонга не является легкой прогулкой. Чтобы попасть в недра пещеры, придется спуститься на 80 метров по веревке, что требует настоящих альпинистских навыков и осторожности. Из-за высокой влажности камни почти всегда скользкие, и условия, складывающиеся при свете налобных фонариков, добавляют адреналина в это приключение. Все, кто хочет оказаться внутри, должны быть готовы к физическим испытаниям. Стоит отметить, что стоимость недельного тура в Шондонг исчисляется крупной суммой – почти $2500. Эти 7 дней требуют от участников постоянной физической активности и адаптации к суровым условиям, но вознаграждение того стоит. Туристы живут в палатках среди девственной красоты горной пещеры реки, окруженной величием природы и ее звуками, среди мрачных сталактитов и волшебных отражений на водной поверхности. Ежегодно в Шондонг прибывает около 250 отчаянных путешественников, готовых пополнить ряды тех, кто был очарован этим мистическим местом. Даже бывалые туристы, прошедшие много приключений по всему миру,
признают, что ничего прекраснее этой пещеры им не доводилось видеть. Каждый возникший звуки свода, каждый миг погруженный в полумрак, напоминал о том, что мир своеобразен и не поддается объяснениям. Трудно не отметить, как история Шондонга спорит с нашим восприятием природы и ее способностями. Она ставит перед нами вопросы, на которые мы не всегда готовы дать ответ. Прежде всего, как соотносится наша жизнь и наши открытия с теми загадками, что они скрывают. Это не просто захватывающий рассказ о спелеологических открытиях. Это настоящая история человечества, его стремление к отпуску, исследованию неизведанного и возвращению к нашим корням. Шондонг показывает нам, как важно доверять своему инстинкту, а также тому, что природа всегда способна удивить нас, независимо от того, насколько мы готовы к открытию. Впереди еще множество неразгаданных тайн, ждущих своих исследователей. И кто знает, может быть, вы станете следующим, кто откроет новую страницу в этой книге о тайнах природы. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.